привет! Это свежая подборка самых интересных транспортных новостей за последние 2 недели. Итальянский город Болонья разместил тендер на закупку 127 водородных автобусов с возможностью опциона еще на 140 штук. При этом приобретает автобусы главный транспортный оператор Болоньи, но часть данных автобусов предназначается для Феррары, города, расположенного в 40 километрах к северо-востоку от Болоньи. Все 127 автобусов по основной части контракта город должен получить к июню 2026 года. В Болонье уже есть электробусы и троллейбусы. Начинается практическая реализация проекта первой линии современного трамвая. Очевидно, что внедрение водородных автобусов связано с желанием властей к 2030 году полностью отказаться от использования автобусов с двигателем внутреннего сгорания на маршрутах в Болонье. Данная закупка профинансирована в том числе Европейским Союзом. Городской совет и транспортный оператор Болоньи будут вместе работать над обеспечением стабильной работы водородных автобусов. На фоне осторожных шагов, например, Германии в вопросе водородных автобусов, данная закупка выглядит весьма амбициозно. В Челябинске открыли завод по производству электротранспорта. Он принадлежит фирме Синара, которая получила удобную площадку для производства 168 троллейбусов для Челябинска, где данная компания реализует проект по комплексной модернизации троллейбусной системы в рамках концессионного соглашения. Производство открыто на территории Челябинского трубопрокатного завода. Подробнее про транспортные концессии в России я рассказывал в отдельном видео. Испанский город Велес-Малага, вслед за другим испанским городом Хаэн, упомянутым в 74-м выпуске проекта, претендует на реконструкцию трамвайной системы. Линия длиной 4,8 км работала с 2006 по 2012 год, после чего власти приняли решение о прекращении работы из-за спада пассажиропотока. Новый участок длиной свыше 1 км в эксплуатацию запустить так и не удалось. Разговоры о восстановлении движения трамваев начались еще с 2015 года. В 2019 году на тендер по реабилитации трамвая никто не заявился. Затем случилась пандемия. В нынешнем году наконец-то нашлась компания, которая готова восстановить трамвай в городе. Суммарная стоимость восстановления свыше 4 миллионов евро. Предстоит реконструировать всю трамвайную инфраструктуру, чтобы запустить движение по упомянутой выше трамвайной линии длиной 4,8 км. Сейчас идет проверка документации, которую предоставил единственный участник тендера. Сроки восстановления пока не объявлены, поэтому делать точные выводы о судьбе трамвайной линии пока рано. Неплохие новости из Владивостока. Еще недавно власти города буквально страдали ребячеством. В условиях стагнации трамвая и троллейбуса закупили 2 электробуса и станцию для их подзарядки, потратив на это 78 миллионов рублей. При этом не забыли электробус назвать экологически безопасным, как будто в этом городе нет ни трамвая, ни троллейбуса. На сей раз чиновники обратили внимание на густонаселенный микрорайон Снеговая Падь и решили запустить туда троллейбус. Первое за долгие годы расширение троллейбусной системы города пока лишь существует только на словах чиновников. Однако уже известно, что выбор может пасть на троллейбусы с увеличенным автономным ходом, хотя и построить контактную сеть в данный микрорайон будет стоить не так уж и дорого. Примерная стоимость проекта 40 миллионов рублей, но стоит дождаться развития событий, если таковое будет. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Благодарю всех, кто оценил данное видео и оставил комментарий о ролике или предложение по улучшению контента канала. Также рекомендую подписаться на социальные сети канала. Все ссылки в описании. До скорых встреч. Желаю всем свободы и мирного неба над головой.